Вопрос, который волнует, наверное, весь фэндом, но при этом его никто нормально не обсуждает. Как косплееру продвигать свою страничку в Инстаграме и набирать аудиторию? Здрасте, меня зовут Мольза, я косплеер. И мне в последнее время начало немножечко пригорать на тему того, как много мифов и заблуждений существует вокруг Инстаграма, вокруг продвижения в Инстаграме для косплееров. И от того, что некоторые люди начали пытаться на этом наживаться, предлагать свои ценные советы за деньги, при том, что вся эта информация есть в свободном доступе в интернете, и ее по-хорошему должен знать каждый. Так что я пригорела и решила записать это видео, в котором я постараюсь максимально четко, без воды и без предисловий рассказать, как косплееру продвигать свою страничку, какие существуют фишечки именно для косплееров в продвижении Инстаграма, которые помогут вам набрать вашу аудиторию, которая будет заинтересована в том, что вы делаете. И если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть. Раз уж я упомянула мифы, связанные с Инстаграмом, хотелось бы проговорить такую ситуацию, очень частую, когда обсуждается какой-то косплеер, и люди говорят, работы у него, обычные, средненькие, ничего особенного, но как-то подписчиков у него очень много, как так получилось, что это вообще такое? Да, наверное, это накрут. И все такие, да, точно накрут, без вариантов накрут. И люди расходятся удовлетворенные и счастливые своим выводом. Так вот, чаще всего это не так. Иногда это так, но чаще нет. И определить, накручены ли фолловеры у косплеера, у блогера, у бренда, у кого угодно, на самом деле очень просто. Нужно посмотреть на соотношение количества фолловеров к количеству лайков в среднем на пост. Вообще, среди СММщиков и людей, которые профессионально занимаются Инстаграмом, считается нормальным или здоровым, если количество лайков у аккаунта это примерно 5-10% от общего количества числа фолловеров. То есть, если у аккаунта 10 тысяч фолловеров, то лайков в среднем на пост у него должно быть примерно 500-1000. Это мы сейчас говорим очень условно и очень в среднем, потому что некоторые посты взлетают гораздо выше этих цифр, а некоторые, наоборот, опускаются ниже. Но в среднем разброс должен быть примерно такой. Притом, если аккаунты маленькие, если у них 1000, 2000, 3000 фолловеров или 500 человек, то этот процент будет выше, он будет 10% и выше, потому что вас фолловят ваши друзья, знакомые, и они более склонны лайкать и комментировать каждый ваш пост. А если аккаунт популярный, то есть у него 50 тысяч человек, 100 тысяч человек, то эти цифры, наоборот, будут все опускаться ниже и ниже, ближе к 5% или даже ниже этого, потому что люди склонны молча фолловить человека и не лайкать, и не комментировать, просто следить за его жизнью. Я вам сейчас рассказываю максимально усредненные цифры, но просто чтобы вы понимали, накрут – это если у человека 10 тысяч фолловеров и при этом на пост по 100 лайков. Это 1%. Это нездоровая вещь и, скорее всего, имел место накрут. Так, с этим разобрались, поехали дальше. Итак, вы в 2019 году, косплеер, решили серьезно заняться своей страничкой, начать ее продвигать, набирать себе аудиторию. И у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Новость плохая. Вы опоздали. Многие из нас по-хорошему опоздали, потому что набирать аудиторию органически было легко в 2014-2015 годах или раньше. Тогда не было алгоритма, и вы могли просто постить хороший контент, хорошие красивые фотографии, и ваш подписчик сам вас находил. Сейчас, с появлением алгоритмов, все стало гораздо сложнее. Инстаграм хочет, чтобы вы покупали у него платную рекламу, чтобы вы вливали в него деньги. И для этого он пытается сделать другие способы продвижения для вас максимально неэффективными, чтобы вы ему денег занесли в итоге. И, к сожалению, нет предпосылок к тому, что ситуация с алгоритмом будет улучшаться. Наоборот, все будет только ухудшаться. Поэтому, если вы хотите заняться своим Инстаграмом и начать продвигаться, займитесь этим прямо сейчас. Не откладывайте на полгода или на год вперед, все будет только хуже и только сложнее. С другой стороны, люди, которые набрали фолловеров вот как раз тогда, в 2014-2015 годах, они очень часто не приспособлены к современному алгоритму и не понимают, как разогнать свой Инстаграм снова, чтобы подписчики начали приходить. Ну а теперь вы спросите, раз с алгоритмом все так плохо, то какая хорошая новость? Хорошая новость в том, что вы занимаетесь косплеем. Косплей в Инстаграме – это уже сформировавшаяся ниша, у которой есть свои фанаты, своя аудитория, которая ждет нового и интересного контента.
И пока другие блогеры, у которых те же самые проблемы, что и у вас с продвижением, они ищут свою аудиторию, свои хэштеги, ищут чем привлечь людей, у вас все это готовое уже есть. У вас на руках есть интересный контент, которым люди потенциально захотят делиться со своими друзьями, и у вас есть весь инструментарий. Вам нужно только научиться им пользоваться. Ну а теперь, собственно, переходим к 5 моим советам, что делать косплееру, чтобы продвигаться в Инстаграме и найти свою аудиторию. И начну я с совета номер 0, который, мне кажется, должен быть предусловием ко всему тому, что я дальше скажу. Я очень советую вам читать больше книжек про Инстаграм, может быть, смотреть какие-то обучающие видео или смотреть вебинары. Но, пожалуйста, имейте в виду, что Инстаграм постоянно меняется, алгоритм постоянно меняется. И те методы продвижения, которые работали год назад, даже полгода назад, возможно, сейчас, в лучшем случае, не будут работать совсем, или в худшем случае будут убивать весь ваш профиль. Поэтому, если вы где-то увидели читерский способ продвижения в Инстаграме без регистрации СМС, то, пожалуйста, посмотрите на дату публикации этого источника, и если этому способу уже больше года, то есть большой шанс, что он больше не работает, и используйте его на свой страх и риск. Едем дальше. Совет номер 1. Постить надо регулярно и часто. Желательно каждый день. Да. Во-первых, если вы будете постить слишком редко, алгоритм вас накажет, и вы выпадете из ленты. Во-вторых, попадание в хэштеги и в интересное – это просто полнейшая лотерея, и нужно повышать свои шансы более частым постингом. В-третьих, вы так постепенно приучите своих фолловеров, что вы постите каждый день, и так они, даже не видя вас в ленте, будут просто приходить к вам в профиль и смотреть, что у вас новенького. Вы можете мне сейчас сказать: у меня нет столько фотосессий, чтобы постить каждый день, ты что, откуда я все это возьму? Спокуха! Постить можно не только финальный кадр с фотосессий. Давайте вместе считать. В году 365-366 дней. Это означает 365 постов в год, в идеале. Я вас уверяю, если вы занимаетесь косплеем, и он хотя бы более или менее серьезное для вас хобби, у вас будет столько контента, чтобы запостить 365 раз за год. Помимо финальных кадров с фотосета вы можете постить селфи, закосы, мейкап-тесты, видяшки, сайд-бай-сайды, какие-то другие косплеерские теги, казуальные фото, феста-фото, детали костюмов, ин-прогрессы. Все это в разных комбинациях. Совет номер 2. Постите почаще сайд-бай-сайды. Сайд-бай-сайд – это когда с одной стороны картинка персонажа, а с другой стороны картинка вас в косплее. И это просто хлеб с маслом для косплеера. Я иногда удивляюсь, почему люди не постят их чаще. Я немножечко сместилась, потому что солнышко бьет в лицо. На сайд-бай-сайды всегда очень хороший отклик. Это вирусный контент, это примерно как популярные посты в Инстаграме до-после. И сразу хочется кликнуть на эту картинку, рассмотреть поподробнее, как в детских книжках, знаете, найти 10 отличий. Еще сайд-бай-сайды хороши тем, что очень часто не все люди знают, как выглядит оригинальный костюм персонажа, которого вы косплеите, и не могут оценить ваших трудов и ваши какие-то творческие решения. Но в сайд-бай-сайде даже люди, которые не знают исходника вообще, могут посмотреть, как круто вы, как косплеер, выполнили этот проект и сколько трудов вы вложили. Короче, сайд-бай-сайды всегда набирают в разы больше лайков, очень легко выскакивают в интересное, выдаются по хэштегам, и в итоге к вам приходит очень много новых людей, которые заинтересовались вашим творчеством. И раз уж мы эту тему затронули, хэштеги. Всегда используйте хэштеги. По правилам Инстаграма можно использовать максимум 30 хэштегов в одном посте, но информация и мнения расходятся на тему того, сколько хэштегов оптимально использовать для того, чтобы это нравилось алгоритму. Кто-то говорит, что оптимально использовать 5 хэштегов, кто-то 15, кто-то говорит, что 30 нужно все использовать. Я не буду давать каких-то конкретных советов по этому поводу, просто скажу, что я обычно использую 27-25, примерно так. Из этих 25 или 27 хэштегов я рекомендую, чтобы 5 примерно-10 хэштегов были посвящены вашему персонажу или фэндому. То есть это имя персонажа, название фэндома, возможно, какие-то особенные пейринги или связанные с этим хэштеги. А все остальное это общекосплеерские хэштеги. Я здесь вот размещу список, которые работают.
хэштегами, к сожалению, есть такая загвоздка, что некоторые хэштеги Instagram периодически блокирует, а людей, которые пользуются этими хэштегами, алгоритм наказывает. Это происходит потому, что некоторые хэштеги начинают использовать сообщества, не совсем вписывающиеся в гайдлайны Инстаграма. Это либо какие-то фетишные сообщества, либо связанные с не совсем законной деятельностью. И с помощью этих хэштегов, которые они выбрали, абсолютно рандомные хэштеги, они начинают друг друга находить и обмениваться контентом. Инстаграм пытается эти хэштеги отслеживать и блокировать, а сообщество просто выбирает себе новый хэштег и начинает пользоваться им. Так, пару лет назад оказался заблокированным хэштег Work in Progress Cosplay, потому что по нему начали постить всякое порно, и Инстаграм его банил. Сейчас вроде бы с ним все в порядке. В общем, хороший список хэштегов — это очень важно. Очень много людей могут вас найти чисто когда они ищут косплей на какого-то своего любимого персонажа или косплей по какой-то тематике. И благодаря хэштегам вы в том числе вылетаете в интересное. Совет номер 4. Обязательно тегайте большие профили, которые репостят к себе косплей. Вы не представляете, сколько людей к вам могут прийти после такого репоста. Иногда люди приходят сотнями, иногда может прийти даже 1500 людей. У меня один раз так было. Я напишу вот здесь вот список проверенных сообществ, которые репостили либо меня, либо моих друзей, но, пожалуйста, обязательно прочитайте их правила, как они принимают заявки на репосты. Кто-то принимает заявки на репосты в DM, кто-то принимает через тег, то есть вы должны их тегнуть на картинке, кто-то принимает, вам нужно скинуть целый пак фотографий по имейлу. Обязательно внимательно это прочитайте, потому что обычно людей очень бесит, когда не читают их правила и кидают фотографии куда попало. И совет номер 5. Не забывайте вести свой Инстаграм на английском языке. Инстаграм – международная платформа, и большинство ваших фолловеров всегда будут иностранцы, заинтересованные в тех или иных персонажах, которые вы косплеите. Лично у меня примерно, кажется, 70% фолловеров иностранцы, и для того, чтобы они выстраивали с вами хоть какую-то эмоциональную связь, нужно обязательно писать на английском языке. Вообще, в идеале вести Инстаграм на 2 языках, на русском и на английском, и дублировать все посты, все надписи на 2 языках, потому что среди вашей аудитории могут оказаться русские люди, которые не знают английский, или, например, детская аудитория, которые могут просто вас перестать читать, если вы будете писать только на английском. Но ради ремарки стоит сказать, что есть косплееры, которые специально нигде на своих страничках не пишут на русском языке, но это потому, что они создают такой образ, они хотят, чтобы их подписчики не знали, что они из России. Если у вас проблемы с английским, я все равно советую писать хотя бы по одному предложению, самому базовому, самому простому в каждом посте, потому что это все равно сыграет в плюс на понимание вас, вашей аудитории. И вообще я советую пользоваться вот этим вот веб-сайтом. Там можно вбить русское предложение или русское словосочетание, и оно подберет вам аналог на английском языке, и таким образом вы можете составлять целые фразы. Уж базовые точно. И в целом я вам советую не бояться писать и говорить по-английски в своем профиле, потому что обычно англоязычные люди, для которых это родной язык, они очень позитивно и тепло относятся к людям, которые пытаются говорить по-английски, и я почти никогда не видела, чтобы люди англоязычные как-то травили или издевались над человеком, который не очень хорошо пишет по-английски. По секрету, обычно как-то жестко травят и издеваются обычно русские люди. Иногда это люди, которые получили диплом лингвиста, их 4 года муштровали в университете, и теперь они просто физически не могут выносить неправильную английскую речь в своем интернете. Но это были все мои советы на сегодня. Это были супер базовые, супер основные советы по поводу Инстаграма для косплееров. Если вам хочется, чтобы я сняла вторую часть, потому что у меня много еще информации, лайкайте, шерьте, комменте. Я не знаю, что принято говорить в таких ситуациях, но, короче, дайте мне знать, что это вам интересно и это вам полезно. И подписывайтесь на мой Инстаграм. И всем большое спасибо и пока!